Всем здорово, это канал Anigame 21. Сегодня очередной обзор, поэтому приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, и оставьте комментарий. Пилотная серия аниме One Piece, или Большой Куш, вышла 20 октября 1999 года. За 21 год в эфире их успели полюбить миллионы зрителей по всему миру. А за приключениями безбашенной шайки Монки Ди Луффи фанаты следят каждую неделю. На данный момент аниме одно из самых длинных в принципе, 1006 эпизодов, 14 полнометражек. Тем не менее, большая часть его фанбазы находится на родине аниме. В этом обзоре я расскажу, почему культовый в Японии сериал не получил такой же популярности на Западе. Ищите! Я все оставил в одном месте. Сюжет начинается с казни легендарного короля пиратов, покорившего все моря и завоевавшего безграничную славу и богатство. Его смерть должна была положить конец эпохе пиратства, однако во время самой казни король признался, что спрятал все свои сокровища в тайном месте и завещал найти их. После этих слов множество искателей славы и приключений отправляется на поиски клада, позже прозванного One Piece. Считается, что отыскавший его получит титул короля пиратов. Так, собрав людей с разных концов света, 17-летний Монки Ди Луффи начинает свое грандиозное путешествие. На пути к своей цели – найти One Piece и стать королем пиратов. Ему и его команде предстоит столкнуться со множеством опасностей, преследованием правительства и другими пиратами, которые тоже ищут это сокровище. Франшиза стартовала с сёнэн-манги Эйтиро Од в 1997 году. Аниме-адаптация появилась спустя 2 года и вошла в тройку для сёнэнов того времени – One Piece, Наруто и Блич. Наследники легендарного Dragon Ball Z. Они имели популярность как в Японии, так и на Западе. Тем не менее, из всей троицы до сих пор незаконченным остается только One Piece. Технически франшиза Наруто сейчас производит ремейк самой себя от лица детей главных героев в Боруто с идентичными чертами характера и даже именами. В то же время оригинальный сюжет One Piece только близится к завершению. Причиной популярности среди конкурентов на рынке сёнэнов его выгодно выделяет хорошо продуманная градация возможностей персонажей. Конечно, численное отображение силы появилось еще в Dragon Ball Z. Однако Ода довел этот прием до совершенства. Именно эта ошибка отчасти погубила франшизу Блич, в которой сила персонажей стала сильно колебаться по воле автора, исходя лишь из сюжетной необходимости. Вторая причина популярности сериала – сам One Piece, то есть сокровище, ради которого команда Монки Ди Луффи отправилась в путешествие. Король пиратов спрятал его на последнем острове течения Гранд Лайн, самого таинственного и опасного в мире. Перед казнью он объявил о местонахождении клада, однако зритель не знает, что именно спрятал король пиратов и где. Это дает героям постоянную мотивацию и подогревает интерес аудитории. Мир One Piece работает по определенным правилам, но всегда оставляет место для фантазии. Так рождаются новые идеи, места и существа, а в центре всего находится тот самый Гранд Лайн. Из-за особых магнитных полей все острова в этом течении уникальны. У каждого свой климат, природа и культура. Таким образом, в мире One Piece становится возможно как тропические джунгли, так и морозный лес. С таким разнообразием возможностей для локаций сериал легко превращается в восточную сказку на пустынном острове, шпионский триллер в Венеции и даже настоящий хоррор на корабле-призраке. One Piece стал такой же энциклопедией поп-культуры, как Симпсоны в анимации США. Неизменным остается одно – пиратский дух приключений. Еще одна находка Оды – дьявольские фрукты, которые наделяют человека рандомной сверхъестественной силой. Это может быть и превращение в зверя или стихию, и резиновое тело, и даже способность один раз воскреснуть. На сегодняшний день показано около 200 разных фруктов и видов суперсил. В отличие от многих других сёнэнов, где способности героев стараются систематизировать, в One Piece происходит настоящий хаос. К тому же это дает зрителю возможность гадать, какой бы дьявольский фрукт достался ему. Так почему One Piece плохо прижился на Западе? Основная часть фанбазы – вселенной японцы. В США во многом благодаря телеканалу 4 Kids TV, который делал некачественный английский дубляж сериала, его помнят таким до сих пор. В Европе One Piece также стал наименее популярным для сёнэном.
Тематика пиратства привычная и встречается во многих западных произведениях, в отличие от концепции ниндзя и шинигами. Поэтому тематика Наруто кажется более любопытной и интересной. Тем не менее, на родине аниме отважный пират Монки Ди Луффи стал народным героем, подобно Наруто и Сейлор Мун. Именно они стали маскотами Олимпийских игр в Токио 2021. Тем не менее, новички в аниме с опаской относятся к сериалу такого объема. Многие начинали смотреть One Piece еще на пиратских DVD, либо по телевизору, когда просмотр аниме в интернете не был общепринятой практикой. Казалось бы, прошло огромное количество времени, а команда пиратов все еще путешествует по Гранд Лайн и только готовится приблизиться к разгадке главной тайны. Несмотря на попытку создателей вдохнуть жизнь во франшизу Наруто, приключения Боруто – побочная история, не имеющая отношения к законченному оригиналу, где его отец смог преодолеть все трудности и стать Хокаге. Тем временем его брат по эпохе и жанру One Piece до сих пор выходит, и никто не может сказать, когда же наступит долгожданная кульминация. Несмотря на то, что условная бесконечность фишка формата, она неизбежно создает сложности. Например, растягивание хронометража, беготня и бессмысленные по сути сцены битв, по которым можно пробежаться глазами в манге, а затем перейти к содержательной части, занимают треть каждой серии. К тому же в сериале довольно длинные опенинги и эндинги, суммарно 3 минуты от серии, а также флешбеки-объяснялки, которые на 900-й серии выглядят абсурдно. Иногда филлеры разбавляют повествование и помогают зрителю разложить происходящее на экране по полочкам. В случае с One Piece их объем никак не оправдан. К примеру, если в 547-м эпизоде абстрагироваться от красоты знаменитой песни Сакэ Бинкса Брука, поднимающей пиратский дух, можно обнаружить, что она единственное важное, что вообще произошло в эпизоде. Как ответ на борьбу с филлерами, в 2013 году фанаты аниме основали проект One Piece, в котором заново монтируют серии, основываясь на происходящем в оригинальной манге. Энтузиасты из One Piece вырезают бесполезные для сюжета сцены, отхождения от канона и флешбеки, чтобы очистить сериал от затянутости. Еще одна особенность формата повествования, отягощающая его – однообразие сюжета. Серия One Piece строится по формуле локация, босс, истории местных жителей, победа. Вполне вероятно, что у автора просто иссякла фантазия, и он пользуется удобным и проверенным форматом. Тем не менее, нарративу сериала этот подход не идет на пользу. Такое отношение к One Piece на Западе сложилось по большей части из-за его объема и исходящих из этого проблем. С другой стороны, все это делает вселенную уникальным феноменом, не похожим на соседей по тройке для сёнэнов. А с недавних пор сериал можно посмотреть и на русском. Не все гениальное, просто как бы иронично это ни звучало, то, что в сериале про путешествия пиратов много воды, нормально. Судя по количеству преданных фанатов по всему миру, особенности франшизы компенсируют ее объем. Уникальный мир, детально проработанный сеттинг и мастерски закрученный сюжет делают One Piece не просто одним из королей сёнэнов, но и полноценным культурным феноменом. За 2021 год в эфире One Piece сильно повлиял на современную культуру Японии. В Токио по его мотивам открыли тематический парк Tokyo One Piece Tower, а недавно его лайв-адаптацию анонсировал стриминговый сервис Netflix. Поэтому оценить хотя бы пару серий точно стоит. Не забудьте написать комментарий о том, что вы думаете о One Piece. Подпишитесь и поставьте лайк. Это правда поддержит меня как автора. Всем пока.